У, испугались? Вот уже прошло 2 года, а я никак не хотел выпускать новый контент. За это время многое что поменялось в моей жизни, но не менялось только одно. Не было творческого вдохновения. А сейчас оно есть, и я загорелся, готов делать видео, хотя я сомневаюсь, что она будет не последней. Но тем не менее, у меня появилась идея, так что надеюсь, вы сидите удобненько и заварили чаек, а я пока погружу вас в курс дела. Однако, прежде чем это сделать, мне бы хотелось убедиться, что я делаю видео не только для себя одного, именно поэтому я прошу лично тебя оставить комментарий или поставить лайк, если видео тебе понравится. Возможно, я так буду выпускать ролики чаще. Однако давайте уже вернемся обратно к теме нашего видео. アクトタコへ飛ばせ FPE。 Тут никак кратко не получится объяснить, поэтому постараюсь не затягивать. Fundamental Paper Education или ФПЕ – название для целой придуманной вселенной, которая очень быстро обрела популярность, и все это благодаря одному видео, которое выложила некая Кэти 1 марта 2024 года. Главными действиями происходит в школе, где учится множество уникальных персонажей с не менее привлекательными и кровавыми учителями. И все это приправлено загадочными тайнами одной не так все личности. И все это выполнено в весьма симпатичной бумажной графике, на которой простой стиль школы и персонажи смотрится прям идеально. За сюжет можно особо не расписываться, так как видео по сути является музыкальным клипом и ничего нам многого не расскажет. Но если кто-то вдруг не знает, то придется объяснить. Приходит однажды Клэр, это вот эта девочка, в бумажную школу. Новенькая она или уже училась там, нам так и непонятно. Нам мимолетно показывают ее друзей, преподавателей, главных задир. И как же эта бы анимация не обошлась без сцен кровопролития и жестокости. Позже нам показывают главную занозу данной школы, некую Алису, которая и выглядит не как все, и боятся ее все. На Клэр набрасываются преподавателя и гонятся за ней, вынуждая зайти к Алисе, которая теперь ее стала одной преследовать. Финал веселый, да. Содержание простое, но и этого хватило, чтобы быстро и сильно взорвать интернет. Уже совсем скоро начинает работу фанатское творчество, краеугольным камнем которой становились различные альтернативные вселенные, фанаты которых до сих пор это делают. Выходили даже игры, а ведь я познакомился с ФПЕ именно через них, когда случайно увидел геймплей одной из них на YouTube. Казалось бы, что эту вселенную ждет большое развитие, ведь как-никак сама создательница имела большие планы на это. Не могло же что-то пойти не так, верно? アベウクトとポスロネタック。 Когда-нибудь ФПС заимел бы острые проблемы, но они появились как-то достаточно быстро. Даже странно, ведь клип стал очень популярным и имел широкая поддержка среди фанатов. Но именно это и стало фатальным фактом. По крайней мере, мы это понимаем лично со слов Кэти, который утверждает, что не рассчитывал на такую популярность, и из-за этого ее отталкивает от ФПЕ. Причем настолько, что даже она скрыла свой клип, как бы по проект не узнал еще больше глаз. Слишком банально было надеяться на эффективность данного действия, учитывая, как много людей посмотрело это видео. Но меня еще несколько смущает ее решение. Типа, кому не хотелось в детстве стать популярным? Если она и выкладывает видео на YouTube, то она делает это уж точно не только для себя или ближайшего круга друзей, но и для всего интернета. Не ее вина, я ее не виню, что это стало так популярно, но и готовиться к этому нужно было заранее. Еще одной проблемой стала возраст создательницы. Если судить по профилю из Икса, то ей всего-навсего 16 лет.
чем может как и очаровать тем, насколько в юном возрасте она смогла создать и воплотить такой проработанный проект, так и забеспокоиться, так как принимать какие-то решения по продвижению такой крупной вселенной самостоятельно невозможно. Накинем еще возрастные проблемы, необходимость получать знания в школе, а также еще и уделять личное время себе и близким людям. Все это негативно сказывается на ее творческий потенциал, по крайней мере в рамках ФПЕ. А в чем я крайне сильно сомневаюсь, так это в различных домыслах фанатов. Серьезно, некоторые полагают, что одной из причин отстраненности Кэти от ФПЕ служит некоторая сомнительная деятельность со стороны фандома. Отпустим вечные срачи между собой и другими, так как ненормальных людей хватает с головой во всех фандомах, поэтому это не может служить объективным толчком. Но гораздо интереснее стоят вопросы, например, с сексуализацией персонажей. Что? Я часто видел такие точки зрения, но почему ее так должно это беспокоить? Как по мне, создательница сама должна прекрасно понимать, что делала своих персонажей с достаточно красивыми формами, и они бы вообще никак не могли бы не стать жертвами правила 34, а в наше время тем более. Создатель своего творения, прежде всего, должен беспокоиться не о том, что его персонажи раздевают и используют, а о том, чтобы не поддаться негативным внешними факторами. Как и говорилось выше, неадекватных есть везде, но от них не избавиться. Хотя некоторые могут раздражать даже так, например, всякими детскими анимациями с трэш-сюжетами, которые обычно делают их ради денег. Вообще, многие сейчас зарабатывают на репутации ФПЕ, но это уже совсем другая история, так как никто не регистрировал авторские права на проект и вполне может легально даже мерч продавать. Но как к такому относится Кэти, я сам не знаю. テストバイトルのブズセーマラクヌー В общем, развитие создательницы огромного фандома остановилось, и мы ничего не знаем, что сейчас она вообще планирует. Хотя вроде как есть слухи о том, что готовится нечто с другим проектом Кэти, но это уже вообще никак не связано с ФПЕ. Но бросать целый фандом было бы очень глупо, ведь он до сих пор расцветает, несмотря на многочисленные заявления некоторых индивидуумов о том, что он умер. Ребят, вы действительно не видели мертвых фандомов? Да-да, бедный Обан Звездной Гонки, я к тебе обращаюсь. Поэтому самым реалистичным выходом из возникшей ситуации будет, например, передача создательницы ФПЕ какому-либо доверенному его лицу, если ты понимаешь, что никак не выводишь проект, и хотелось бы, чтобы он не умирал. Но Кэти продолжает молчать, и судьба целой вселенной так и остается нерешенной. Кажется, ФПЕ постигает такая же участь, как это произошло с отелем Хазбин, когда сериал начал свое развитие после 3,5-летнего перерыва между пилотом и первой серией. А я хочу надеяться, что у нас будут хоть какие-нибудь новости по ФПЕ в этом году, и пожелать Кэти сил и вдохновения на это долгожданное продолжение. Вот мы и подошли к концу. Возможно, я кое-что мог упустить, поскольку сценарий писать трудно и многое что могло утеряться во время письма. Но я мог передать свою главную мысль. Если я что-то сказал не так, ты всегда можешь подправить меня в комментариях, которые я с любопытством читаю и отвечаю. И да, я стал много рисовать как раз во многом благодаря ФПЕ, так что ты можешь также подписаться на мою группу ВК или профиль Blue Sky, ссылки которые я оставлю в описании. И я также хочу надеяться, что мой творческий потенциал не ограничится лишь одним видео.